Основана на реальных событиях. Эта вступительная фраза знакома каждому человеку, который в той или иной степени увлекается кинематографом или художественной литературой. До чего уж далеко ходить. Даже сюжеты видеоигр иногда нет-нет, да оказываются основаны на реальных событиях. Не знаю, как данная фраза срабатывает на вас, но лично для меня она всегда добавляет несколько очков интереса к любому произведению на начальных этапах ознакомления. Согласны ли вы с тем, что когда смотришь даже средней паршивости фильм или проходишь видеоигру с довольно посредственным сценарием, осознание того факта, что действия, разворачивающиеся на данный момент на наших глазах, имели место в реальной жизни, существенно добавляет этим самым действиям красок? Причем, как правило, зловещих. Я думаю, что большинство из вас в курсе того, что данную вводную фразу чаще всего применяют к произведениям мрачных жанров, таких как драмы и триллеры. Так уж у нас людей повелось. Мы просто обожаем жуткие и ужасные истории. Но особый шквал эмоций вызывают те истории, которые произошли на самом деле. Ведь они не просто реалистичны, нет. Они именно что настоящие. Они произошли где-то на нашей планете. Где-то совсем рядом. Именно осознание подлинности истории многократно усиливает те эмоции, которые мы получаем при ознакомлении с тем или иным литературным произведением, кинофильмом, либо видеоигрой. Согласитесь, банальной романтической комедии эта фраза особого интереса не добавит. Но есть еще один аспект. Люди, само собой, не были бы людьми, если бы не выворачивали все наизнанку и не интерпретировали бы те или иные события так, как им вздумается, ради получения собственной выгоды. Поэтому данная фраза довольно часто используется различными, скажем так, одаренными творцами просто для того, чтобы их произведение вызвало хоть какой-то интерес у зрителя. А на самом деле никакой основы в виде реальных событий там нет и в помине. Мы же в свою очередь на этом канале будем довольно часто говорить про произведения, которые действительно были основаны на реальных событиях. Естественно, мы будем говорить и о тех проектах, которые просто эксплуатируют этот громкий заголовок, в то время как их произведение не имеет к реальности абсолютно никакого отношения. Также мы будем говорить про реальных исторических личностей и случаи, которые оказали влияние на медиаиндустрию и оставили в ней свой след. Этим видео мы открываем как наш канал, так и рубрику «На реальных событиях». Меня зовут Виктор. Будет интересно и познавательно. Сразу хочу упомянуть один интересный момент. В фильмах, сериалах и видеоиграх, про которые сегодня пойдет речь, подзаголовка «Основана на реальных событиях» нет. Но на самом деле они имеют с реальностью намного больше общего, чем многие произведения, которые просто эксплуатируют этот громкий речевой оборот. Речь пойдет о дилогии «Коллекционер», сериале «Американская история ужасов», а конкретно о 5-м ее сезоне, и о фильме «Хейвенхёрст». Также в этом выпуске мы обязательно упомянем недавно вышедшую игру The Devil in Me, которая является заключительной частью первого сезона The Dark Pictures Anthology. Что общего у этих произведений? Ответ предельно прост. Это реальная историческая личность. А именно Генри Холмс, серийный убийца, орудовавший в США во второй половине 19 века. По различным данным, количество его жертв составляет от 9 до 200. Вполне логично и обоснованно будет начать именно с него, так как он считается первым серийным убийцей в США. Если так можно выразиться, он является первопроходцем в этом ужасном направлении. Стоит подчеркнуть, что он является именно первым задокументированным серийным убийцей. Лично я придерживаюсь того мнения, что люди начали сходить с ума и творить всякую дичь примерно в то самое время, когда зародилась цивилизация. Так что чует мое сердце, Холмс был далеко не первым маньяком в истории человечества. Про остальных мы просто либо знаем очень мало, либо не знаем абсолютно ничего. Но вот про Холмса официальной информации хватает, поэтому мы можем выстроить почти полную хронологию событий. Можно, конечно, было выбрать для первого видео и более именитую личность из этого списка. Например, коллега Холмса Джек Потрошитель орудовал в Лондоне плюс-минус в то же время. Лондонский маньяк получил гораздо большую известность в наше время. Но вот только дело в том, что он так и не был пойман. Вокруг истории Джека Потрошителя вообще присутствует много различных домыслов и догадок. Некоторые источники, например, утверждают, что его вовсе никогда и не существовало. А вот Генри – личность вполне реальная. Он примечателен именно тем, что орудовал в отеле, который из себя представлял лабиринт, наполненный различными смертельно опасными ловушками. Генри Холмс спроектировал его самостоятельно. Он построил это здание для того, чтобы заманивать туда людей, там же их убивать и, соответственно, там же избавляться от тел. Сегодня мы с вами посмотрим на то, как Холмс повлиял на медиаиндустрию. Его ужасающие действия получили очень широкую огласку в обществе. Настолько широкую, что они вдохновили много различных творческих личностей на создание их произведений.
Для начала я расскажу про медийную составляющую нашего сегодняшнего видео, а именно про фильмы, сериал и видеоигру, упомянутые ранее. А уже после этого мы перейдем к историческим реалиям и поговорим о самом Генри Холмсе. Начнем с дилогии «Коллекционер» от режиссера Маркуса Данстона. Возможно, кто-то захочет ознакомиться с фильмами лично, поэтому я постараюсь особо сильно не спойлерить. Первая часть этой дилогии вышла в 2009 году, вторая в 2012. Главную роль в обоих фильмах исполнил актер Джош Стюарт. Его мы могли видеть в заключительной части трилогии о «Темном рыцаре» от Кристофера Нолана, а также в роли одного из антагонистов в сериале «Каратель». По сюжету Аркин, бывший заключенный, который, судя по всему, является опытным взломщиком, занимается ремонтом дома одной состоятельной семьи. У его бывшей жены финансовые проблемы. Для того, чтобы помочь ей и их общей дочери, он решает ночью украсть в этом доме очень редкий и дорогой драгоценный камень. На дело он выдвигается само собой ночью. Забравшись в дом, Аркин обнаруживает, что находится там не один. Некто его опередил и установил по всему дому огромное количество смертельно опасных ловушек. Это сделал маньяк, который таким образом мучает и убивает своих жертв. На протяжении всего фильма Аркин будет скрываться от убийцы в этом злосчастном доме и просто пытаться выжить. Также там будут находиться сами владельцы дома, которые, судя по всему, являлись начальной целью психопата. Сам фильм в целом, по моему личному мнению, вполне себе неплох. Я бы сказал, он выше среднего. Я думаю, что получить массовое признание и популярность этому фильму не дал тот факт, что в то время, когда он вышел, было уже очень много фильмов с подобным вайбом. В то время в этом жанре всю популярность себе бесцеремонно забрала серия фильмов «Пила». Поэтому данный проект не снискал широкой популярности у аудитории. Как часто водится в этом жанре, концовка первой части была полностью открытой с заделом на продолжение, которое вышло в 2012 году. Режиссером выступил все тот же Маркус Данстон. В сиквеле действие снова будет происходить в здании, переполненном смертельными ловушками, но на этот раз охотиться будут на самого коллекционера. Само собой, в ситуации, когда одни охотники охотятся на другого, будет пролито немало крови. В целом, сиквел следует духу оригинала, просто продолжая историю, подводя ее к завершению. Тем не менее, концовка не является полностью закрытой и присутствует возможность для создания триквела, слухи о котором уже блуждают по просторам интернета. В плане атмосферы вторая часть в целом полностью соответствует первой. Что касается популярности, она также повторила судьбу оригинала. В целом, невооруженным взглядом видно, что дилогия «Коллекционер» была вдохновлена деятельностью Холмса. Хотя связывают ее с известным серийным убийцей только здание, переполненное смертельно опасными ловушками. Следующий фильм, который я хотел бы упомянуть, это «Хейвенхёрст». Вышел он в 2016 году. Режиссером выступил Эндрю С. Эрин. В главной роли снялась Джули Бенц. До этого мы могли видеть ее в известном прекрасном сериале «Декстер», а также во второй части «Святых из Бундока». Вот этот фильм уже напрямую связан с Генри Холмсом. Он нам рассказывает историю Джеки, девушки, лечащейся от алкоголизма. Она разыскивает свою лучшую подругу, пропавшую бесследно некоторое время назад. Поиски приводят Джеки в отель Хейвенхёрст, который принадлежит Элеоноре Маджет. Забегая немного наперед, скажу вам, что Маджет – это настоящая фамилия Генри Холмса. По сюжету Элеонора является его внучкой и продолжает кровавую деятельность деда. Орудует она не в одиночку. Помощь ей оказывают ее сыновья Эзра и Джет. Хейвенхёрст, так же как и отель самого Холмса, полон различных потайных ходов и скрытых помещений, предназначенных для того, чтобы убивать, а затем избавляться от тел жертв. Сам фильм не снискал широкой популярности у аудитории. Как по мне, это очень слабое произведение, достойное лишь разового ознакомления для галочки. А вот сейчас мы уже подобрались к более известному произведению, основанному на деятельности Холмса. Это 5-й сезон сериала «Американская история ужасов». В этот раз нам рассказывают историю отеля «Кортес». По сюжету его построил Джеймс Патрик Марч для того, чтобы в нем скрывать тела своих жертв. Прототипом этого персонажа как раз и стал Генри Холмс. Его роль исполнил популярный, особенно среди поклонников фильмов мрачных жанров, актер Эван Питерс. Вы его могли видеть в роли Питера Максима в фильмах про Людей Икс и в сериале про еще одного реального маньяка Джеффри Даммера, и во многих остальных сезонах «Американской истории ужасов». Также одной из приглашенных актрис стала известная эпатажная поп-дива Леди Гага. В этом сериале намешано много чего. В 5-м сезоне присутствуют и серийные убийцы, и призраки, и даже вампиры в своеобразной, я бы даже сказал, близкой к реалистичности интерпретации.
От себя про сериал замечу, что я не являюсь его фанатом, несмотря на его высокие рейтинги и популярность. Как по мне, это сериал на любителя. Я бы сказал, на любителя психоделики, пожалуй. Именно поэтому я посмотрел только 5-й сезон. Первый сезон я начинал смотреть 2, может быть даже 3 раза, но так и не смог его осилить. Но ни одной лишь отсылкой к Генри Холмсу этот сериал примечателен. Здесь появляются такие известные серийные убийцы, как Джон Уэйн Гейси, Джеффри Даммер, Ричард Рамирес, Эйлин Уорнес и Зодиак, которого так и не поймали. История каждого из них в какой-то степени оказала влияние на кинематограф. Например, про Зодиака и Эйлин Уорнес были сняты очень качественные и интересные фильмы. Видео по каждому из них в скором времени появится на канале. Следующее произведение, о котором я хочу упомянуть, это видеоигра в жанре интерактивного кино The Devil in Me. Она является заключительной частью первого сезона The Dark Pictures Anthology. Разработчиком этой игры является компания Supermassive Games, известная по таким проектам, как «Дожить до рассвета» и The Quarry. Здесь связь с Генри Холмсом, пожалуй, самая сильная. Сюжет игры полностью основан на его деятельности и истории его отеля. Сам отель, как и его хозяин, были продемонстрированы нам в начале этой игры. Сюжет рассказывает историю о группе людей, которые снимают шоу на True Crime тематику. Дела у них идут не совсем хорошо. В один момент они получают предложение снять новый эпизод на острове, где некий состоятельный человек, большой поклонник истории о Генри Холмсе, возвел практически полную копию его отеля. Это здание также переполнено огромным количеством различных ловушек. Само собой, спокойно снять свое шоу у компании не получится. Как оказалось, хозяин здания сам является маньяком. От действий игрока будет зависеть, кто из подконтрольных персонажей выживет, а кто падет жертвой изощренного ума владельца здания. Сама игра тоже получилась довольно средней. Сюжет не удивляет неожиданными твистами. Техническое исполнение находится на довольно среднем уровне. Полностью одноразовый проект. Тем не менее, любителям жанра не стоит пропускать этот проект. Эта игра как минимум достойна ознакомления. Здесь еще хочется упомянуть серию фильмов «Пила», как минимум из-за того, что жертвы в ней погибают от различных изощренных ловушек. Но сами режиссеры первой части этой долгоиграющей франшизы сказали, что источником вдохновения для них были их кошмарные сны, которые им снились в детстве. Так что из связи с реальными событиями там есть только смертельные ловушки. Но есть ли уверенность в том, что сны не были навеяны историей о Генри Холмсе? А теперь перейдем к реальной истории. Пришла пора рассказать про самого Генри Холмса и его отель, который еще называют «Замком смерти». Родился герой нашей истории 16 мая 1861 года в небольшой деревне в Нью-Гэмпшире в США. Его настоящее имя — Герман Уэбстер Маджет. Свой псевдоним он взял в 1886 году. Он считал, что имя Генри Холмс звучит респектабельнее, чем его настоящее. Для удобства в дальнейшем я продолжу называть его Генри Холмсом. Маджеты были потомками первых поселенцев на территории Нью-Гэмпшира. Отец был поборником строгой дисциплины, поэтому Генри частенько доставалось. Так что отношения с родителями у него складывались далеко не самые хорошие. В 1871 году случился Великий Чикагский пожар, уничтоживший 0,9 города. Узнав про это происшествие, мальчик долгие часы проводил в фантазиях, в которых представлял, как его родители поглощает пожар. Патологические черты характера таким образом проявились у него уже в 11-летнем возрасте. Подобная склонность к фантазированию также объясняется боязнью мальчика дружеского окружения, которое всячески над ним издевалось. Кроме того, по утверждениям биографов, уже в 11-летнем возрасте он начал проводить различные эксперименты над животными. Однако данных, подтверждающих эту информацию, не сохранилось. При этом Холмс был довольно амбициозным ребенком и прекрасно учился в школе. Однако с друзьями у него хороших отношений не сложилось. Генри заявлял, что одноклассники над ним постоянно издевались, а когда они узнали, что он боялся покойников, а он действительно их боялся, они заставили его прикоснуться к скелету, который находился в кабинете городского врача. Они привели его туда для того, чтобы напугать, но вместо этого Генри был безумно восхищен увиденным. Таким образом, благодаря этой своеобразной шоковой терапии, Холмс избавился от своих страхов. Приобретенное им в этот момент любопытство к устройству человеческого тела сыграло очень важную роль в выборе его будущей профессии. Генри решил стать врачом. В 1882 году Холмс поступил в Мичиганский университет, знаменитый в то время собственной больницей. Здесь он и получил высшее медицинское образование. В процессе обучения Генри часто приходилось вскрывать трупы. Патологоанатомическое направление медицины понравилось ему особенно сильно.
В то же время он начал осваивать ремесло мошенника, а именно занимался страхованием людей. Затем он выдавал за этих людей неопознанные трупы, доступ к которым он имел во время обучения. В то время он работал на многих должностях. Был он и учителем, и фармацевтом, и медбратом в психбольнице, и даже врачом. В 1886 году Холмс переехал в Чикаго. В то время город очень активно развивался, попутно привлекая огромное количество новых жителей. После прибытия в город Холмс устроился на работу в аптеку Холтона. Вскоре при загадочных обстоятельствах умер владелец аптеки, а его жена бесследно исчезла после продажи аптеки Холмсу. В 1888 году Генри взял в аренду здание на углу 63-й и Уоллес. Именно на этом месте он возвел тот самый отель, принесший ему известность. Холмс спроектировал его самостоятельно от начала и до конца. Его целью было сделать так, чтобы свободно ориентироваться в этом здании мог только он сам. Для этого Холмс часто менял подрядчиков и рабочих строителей. Также это помогло ему очень сильно сэкономить. Он довольно часто банально не платил строителям за выполненную работу, ссылаясь на плохое качество. В итоге его отель представлял из себя целый комплекс различных лабиринтов с фальшивыми стенами, потайными ходами и смертельными ловушками. Согласитесь, это уже звучит как идея для сценария к фильму ужасов. На первом этаже не было жилых комнат. Там были аптека, небольшой ювелирный магазин, ресторан и кузница. На втором этаже находилось множество комнат, которые и скрывали в себе смертельные ловушки. На третьем этаже были офисы и спальня Холмса. В одной из комнат он установил сейф, который купил в кредит. Выплачивать этот кредит он, само собой, не собирался. Поэтому он поступил довольно хитро. Для начала был установлен сейф, а после этого были возведены стены. Когда банк захотел забрать сейф, Холмс был не против. Вот только он пообещал засудить банк, если зданию будет нанесен хоть какой-то ущерб во время изъятия сейфа. Как вы поняли, Холмс был матерым мошенником. Для того, чтобы избавляться от тел, по всему зданию были смонтированы специальные каналы, ведущие в подвал. В самом же подвале находились помещения для утилизации тел. Там были резервуар с кислотой, ямы с известью и даже крематорий. Была там и деба, которую Холмс называл станком эластичности. В этом же подвале Генри изготавливал скелеты, которые затем продавал в различные учебные заведения. В 1889 году Холмс познакомился с Бенджамином Пайцелом. У последнего была большая семья, супруга и 5 детей, поэтому ему очень была нужна работа. Он откликнулся на объявление в газете и был принят Холмсом на должность помощника. Они довольно сильно сблизились и подружились. Вскоре Пайцел вообще стал правой рукой Холмса и соучастником его преступлений. В 1893 году в Чикаго проходила Всемирная выставка. Примерно за полгода ее посетило свыше 20 миллионов человек. Само собой, Холмс решил на ней нажиться. Задумайтесь сами. В город приезжало колоссальное даже по современным меркам количество людей. И им всем нужно было где-то останавливаться. В то время не было никаких камер наблюдения. У приезжих людей, которые останавливались в его отеле в городе, не было ни родственников, ни знакомых. К тому же в то время не было даже хорошо развитой телефонной связи между городами и странами. Поэтому родственники гостей города не знали, где они останавливаются. В самом городе их никто не знал, так что если кто-то бесследно пропадал, найти его было просто невозможно. Идеальные условия для деятельности маньяка. Холмс решил сдавать комнаты в своем отеле посетителям выставки. Само собой, при таком потоке людей клиентов у него хватало. Все стены в комнатах были со звукоизоляцией. Туда же были подведены трубы, по которым Холмс из своего офиса пускал газ после того, как запирал там своих жертв. В то время дела у него шли очень успешно. Ко всему прочему, Холмс был еще и многоженцем. В одно время у него было аж 3 жены, которые даже не догадывались друг о друге. Одну из них, Джулию Коннорс, он убил после того, как узнал, что она от него беременна. Другую свою жену он запер в сейфе и наслаждался стонами задыхающейся женщины. Еще одну свою любовницу и ее сестру он убил после того, как она переписала на него все свое имущество. Со временем Холмсу пришлось устранить Пайцела, потому что тот начал требовать от него больше денег. Произошло это так. Они решили провернуть еще одну махинацию со страховкой. Генри убедил Пайцела застраховать свою жизнь на довольно крупную сумму денег. Получателем страховой суммы была жена Бенджамина, Кэрри. В ноябре 1893 года Пайцел и Холмс уехали из Чикаго и некоторое время промышляли аферами. В 1894 году, после провальной попытки надуть очередного аптекаря, Холмс впервые в жизни попал в тюрьму. С ним в камере сидел Мэрион Хеджпет. Генри зачем-то посвятил его в свою затею со страховкой.
Хеджпет рассказал Холмсу о некоем продажном адвокате, который поможет ему провернуть его аферу. За это Холмс пообещал ему $500 после того, как получит страховую сумму. После выхода под залог Холмс и Пайцел уехали в Филадельфию. Там они собирались провернуть это дело. Бенджамин посвятил свою жену в этот план. Она его, конечно же, попыталась отговорить, но безуспешно. Холмс убил Пайцела с помощью хлороформа, после чего изуродовал до неузнаваемости его лицо. Жена Бенджамина отправила свою 15-летнюю дочь Элис на опознание. Это было необходимым условием для получения страховки. Она позволила дочери уехать, потому что была уверена, что ее муж жив и просто скрывается. Элис опознала тело отца. После этого Холмс посоветовал жене Пайцела отправить 2 других ее детей якобы к отцу. Это он сделал для того, чтобы сыщикам страховой компании было труднее на нее выйти. В итоге она получила страховую сумму, большую часть которой Холмс у нее выманил. Она надеялась добраться до мужа немного позже. Тем временем Элис Пайцел путешествовала с Холмсом по различным штатам. В это самое время Генри манипулировал оставшейся семьей Пайцела, отправляя их из штата в штат. У него все шло по плану. Но все-таки он допустил одну ошибку. Он не отправил своему бывшему сокамернику Хеджпету обещанные $500. Тот прочитал в газете об убийстве Пайцела и донес на Холмса начальнику тюрьмы. На поиски Генри Холмса были отправлены сыщики из агентства Пинкертона, которое имело очень хорошую репутацию. Они арестовали его 17 ноября 1894 года в Бостоне. Генри признал себя виновным в мошенничестве, но утверждал, что Пайцел покончил с собой. Также всплыл вопрос о том, куда делись 3 детей Бенджамина. Холмса начали подозревать в их убийстве. Это дело было поручено детективу Фрэнку Гайеру. Он восстановил маршрут, по которому Холмс путешествовал с Элис Пайцел. Сделал он это с помощью писем, которые девочка писала своей матери, но Холмс ни одно из них так и не отправил. Спустя некоторое время Гайер нашел все 3 тела детей Пайцела. Обугленные останки одного из его сыновей он обнаружил в печи дома в Индианаполисе. В Торонто были найдены тела 2 девочек. 19 июля 1895 года полиция Чикаго обыскивает отель Холмса. Вся правда всплывает наружу. Остается только представить шок полицейских, которые обыскивали это здание. Ведь такое они видели, вероятнее всего, впервые. В подвале были найдены кости людей и животных. Там же было найдено много окровавленной одежды. На тот момент дело Холмса невероятно сильно всколыхнуло общественность. Он получил известность, намного превосходящую славу Джека-потрошителя. Правда, со временем эта ситуация изменилась. В наше время имя лондонского маньяка гораздо больше на слуху. Его отель также приобрел большую популярность. Из него даже хотели сделать что-то наподобие музея, но сбыться этому было не суждено, так как здание уничтожил пожар. В суде Холмс отказался от адвоката, безуспешно попытавшись защитить себя самостоятельно. Генри несколько раз изменял свои показания. Он то признавался в убийствах, то отрицал их. На 3-й день суда к заседанию присоединилась Кэрри Пайцел. Ее показания помогли в завершении дела. Также показания дала последняя жена Генри Холмса. В итоге Герман Вебстер Маджет был приговорен к повешению. Приговор был исполнен 17 мая 1896 года. Генри очень боялся, что его тело будет использовано в научных целях или достанется охотникам за сокровищами. Поэтому он попросил прикрыть его могилу тяжелой бетонной плитой. Просьба была удовлетворена. Вот казалось бы, фильмы, сериал и видеоигра, про которые сегодня шла речь, не заявляли о том, что они основаны на реальных событиях. На деле вышло так, что они были вдохновлены деятельностью печально известного Генри Холмса. Подходя к завершению, хочу вам сказать, что таких историй намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Первое видео на нашем канале подошло к концу. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, оно вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, про какой фильм, либо историческую личность или событие вы хотели бы увидеть видео на канале в будущем. До новых встреч и всего вам хорошего!